5 дешевых аптечных средств для твоей красоты. Эффективные и полезные средства для красоты и здоровья не обязаны быть дорогими. Более того, я уверена, что действительно хорошие средства могут и должны быть доступны каждому. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, главный врач клиники, врач-дерматолог-косметолог. Сегодня расскажу вам о бюджетных аптечных средствах стоимостью до 1000 рублей, которые действительно работают и в некоторых случаях не уступают по эффективности дорогой косметике. Посмотрите этот ролик до конца, и средство номер 4 вас точно удивит. Это кое-что новенькое. А если вы еще не видели первую часть, то обязательно посмотрите ее. Первое средство – метилурациловая мазь. Наверняка вы видели такую неприметную маленькую коробочку. Она бывает такая на белом фоне, зелененькие буквы. Вроде бы ничего такого, но вещество, которое содержится в этой неприметной упаковочке стоимостью в среднем где-нибудь до 200 рублей, потрясающе относится к иммуномодулирующим средствам и умеет ускорять деление клеток. Тех, которые были ранены, что немаловажно, то есть не всех подряд клеток, а тех, которые испытывают оксидативный стресс, те, которые повреждены каким-то процессом воспаления, те, которые повреждены были каким-то физическим, термическим, механическим фактором, жизнь происходит с нашими клетками. Обгорели на солнце. После пилинга ваша кожа, что-то с ней произошло. Наносим метилурациловую мазь и получаем не только ремонт всех вот этих повреждений, которые произошли с вашей кожей, но еще и улучшили состояние кожи в общем. Вот эта неприметная мазь такая достаточно вязкая, не пугайтесь, что она вязкая, она на кожу вы ее когда нанесете, лучше на ночь или на какое-то продолжительное время, когда вам не нужно выходить из дома. И после того, как она сначала такая липкая бывает, потом она превращается в такую прекрасную гидролипидную мантию, после того, как прошло, например, часа 4, или утром вы встали, увидели удивительное после вашего ожога или какого-то процесса шелушения, выяснилось, что кожа ровная, розовая, гладкая и даже лучше, чем была до того процесса повреждения. Поэтому пользуйтесь метилурациловой мазью в любом непонятном случае. Помимо всего прочего, метилурациловая мазь содержит такой компонент, как сульфадимитоксин. Те, кто постарше, очень могут его помнить из советских еще времен, даже был в таблетках такой препарат. Им лечили всевозможные микробные повреждения, буллезные повреждения, когда кожа буквально отслаивается, когда есть обширные повреждения в результате каких-то бактериальных процессов или вирусной инфекции. Компонент очень важный, который встраивается таким сульфидной помощью в клетки кожи, без которых она просто не восстанавливается, моментально приносит улучшение. Поэтому вот такой недорогой, очень старый в медицине компонент, который испробован десятками лет на всевозможных абсолютно кожах от детей до стариков, замечательно лечит вот эти повреждения. То есть, что я хочу сказать. Не бойтесь использовать метилурациловую мазь тогда, когда, кажется, в общем-то, тебе надо срочно чем-то помочь, до врача далеко, или допустим, какой-то на отдыхе вы, и получили не дай бог, ожог на солнце. Используйте, не раздумывая, сразу покрывайте большие площади метилурациловой мазью, и то, что входит в состав этой мази, заставит ваши клетки делиться быстрее, и вы получите быстрый ремонт ваших повреждений. И, кстати, когда я готовилась к сегодняшней работе, я обнаружила с удивлением для себя, что метилурациловая мазь входит в список жизненно необходимых лекарственных средств. Второе средство – миксидол. Закидаете сейчас меня топорами, попробуйте, если у вас получится. А я вам пока расскажу, что в миксидоле бесценного. Миксидол – это форма сукцината, это янтарная кислота. Янтарной кислотой, как известно, долгие годы лечат ветеринары, агрономы своих подопечных, у кого что, у кого животные, у кого растения. И врачи лечат своих пациентов. Когда некоторые коллеги, будем к ним вежливы и добры, называют некоторых докторов даже миксидольщиками, не знают, наверное, одной замечательной вещи. Янтарная кислота – это бесценный субстрат, без которого не работают процессы клеточного дыхания. Поэтому, дорогие коллеги и дорогие слушатели, учим матчасть. Почему без янтарной кислоты нельзя? Потому что ее сама природа прикрутила в наш хоровод биохимических реакций,
субстанции, без которых мы не живем. Этилметилгидроксиперидиносукцинат, как мы его называем, янтарная кислота, или миксидол, коммерческое название. Это штука, которая моментально снимает гипоксию тканей. То есть это прямой антигипоксант. И пока кто-нибудь там рассуждает, можно ли лечить какие-нибудь страшные повреждения головного мозга после инсульта или какие-нибудь чудовищные травмы миксидолом, мы будем точны и коротки. Можно, но не нужно. Для этого существуют специальные другие средства. А миксидол существует для того, чтобы практически здоровым людям, которым душно во время жары, которые плохо переносят высокие температуры, которые после каких-то физических нагрузок чувствуют себя еще хуже, или те, которые выпили один несчастный бокал вина или там кружечку пива, казалось бы, что-то такого, но их буквально размазывает совершенно. Это все человек испытывает в результате гипоксии, которая наступила, например, когда вы выпили, но ваша печень не справилась с утилизацией всех продуктов, которые образовались в распаде этилового спирта. Или, например, вы, казалось бы, позанимались спортом, что-то такого, чем можно навредить. Но мы же не забыли, что усиленные физические нагрузки, увеличенные нагрузки требуют повышенной работы клеточных ферментов, большой работы митохондрий. А им не хватило субстратов, не хватило кислорода в силу разных причин, их действительно много. В этот момент мы можем назначить, я своим пациентам, на самом деле, все знают, пациенты, привет, назначаю все лето такую простую штуку, как миксидол. То есть эта коробочка миксидола форте, в котором содержится 250 мг, 2 таблетки, принятые до обеда, потому что он бодрит, некоторых бодрит так, что если ближе к вечеру принять, иногда пациенты пишут, а можно это как-то выключить, потому что я бегаю вокруг кровати, не могу уснуть. Но если это в первой половине дня уместно, то во второй половине дня не надо так делать, поэтому важно соблюдать мои рекомендации, рекомендации коллег. Итак, 2 таблетки миксидола форте в день помогут вам снять чувство тяжелой головы, какое-то недомогание, размазанность, слабость, отсутствие энергии. То есть все то, с чем, по сути, к врачу-то не идут на прием. Но не придете же вы к врачу, записавшись за месяц, заплатив деньги, или в поликлинику придете и скажете, что мне как-то не так. Что-то мне грустно. Доктор скажет, господи, да мне тоже грустно. Что вы хотели от меня? Доктор продвинутый, такой, который будет заботиться о вас, это, например, в нашей клинике мы так делаем. Я назначаю пациентам миксидол, люблю его нежной любовью, потому что он моментально поможет снять процессы закисленности, поможет снять процессы гипоксии, такой легкой тканевой гипоксии, которая не дает вам чувствовать себя человеком, энергичным, классным, веселым, готовым на разные свершения, и после работы еще что-нибудь замечательное сделать, взять детей, повезти их в парк, например, погулять, да у вас сил просто больше на это нет. Так такие простые штуки, как миксидол, помогают быть вам каждый день живым, здоровым человеком. Поэтому я его люблю. Такой фокус с миксидолом доступен тогда, когда вас наблюдает доктор. Настоящий живой врач, который знает особенности вашего организма и знает, когда можно назначить миксидол, больше не городить никакой огород. А когда симптомы такой размазанности, отсутствия энергии, отсутствия бодрости и такого прилива сил являются симптомом разных заболеваний. Когда вы можете самостоятельно принимать миксидол тогда, когда вы уверены, что у вас нет никакой сердечной патологии, эндокринной патологии, когда у вас нет железодефицита, когда вы не в состоянии анемии и когда вы не находитесь, например, в состоянии хронической интоксикации. Вы уверены, что вы более-менее здоровый человек, а врач, который знает разное про миксидол, вам его назначает. Можно назначать беспрепятственно прием миксидола до месяца, но в этот период сдайте, пожалуйста, анализы, для того, чтобы быть уверенными, что все правильно. Средство номер 3 – это чага. Чага – это такой замечательный гриб, живой организм, который растет исключительно на березе, больше нигде. Многие люди, кстати, путают чагу и другой гриб трутовик, и поэтому, когда вы задумаетесь о том, чтобы нарвать себе чаги в лесу, так не делайте, потому что отличить чагу и трутовик – это довольно сложная задача и доступна, в общем-то, только специалистам. Используем экстракт чаги, а не то, что вы нарвали в лесу. Так не делайте. Чага – это гриб, который удивительная субстанция из разных веществ, обладающих поистине волшебными свойствами. Противовоспалительными, антиоксидантными, гипогликемическими, средства, как уменьшающие
гиперплазию ткани, избыточный рост ткани, средство, которое снимает нейровоспаление и так далее. То есть у него много-много замечательных свойств. Плюс оно содержит меланин. Меланин – это пигмент, все правильно, вы не ослышались и правильно запомнили название, которое придает очень красивый цвет нашим волосам, коже, радужке глаза. Но меланин на самом деле не только пигмент, но еще и средство для блокады процессов старения. Это мощнейший антиоксидант, один из самых мощных на свете, который удалось человечеству экстрагировать из разных субстанций. И есть даже специальный выделенный экстракт чаги, смешанный с пихтовым соком, который прям так и называется меланин. Покупается у нас в клинике, если что. Чага – это не только какой-то чудодейственный такой гриб, который все-все-все лечит, но и оказывает профилактическое воздействие на разные процессы повреждения в наших клетках. Когда мы используем чагу, когда нам нужно выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо и не состариться. Чагу я использую сама довольно давно. Есть вот тот препарат, про который я уже сказала, который в виде экстракта выделен в такую бутылочку с пипеточкой, я использую уже, наверное, лет 8. Обязательно тогда, когда еду на юг, то есть из непривычной среды себя перемещаю, начинаю дней за 10 обязательно принимать чагу, и тогда потери клеточные, конечно, гораздо меньше. Особенно, когда мы меняем часовой пояс, потому что экстракт чаги помогает функционировать хорошо нашему эпифизу, главному дирижеру наших циркадных ритмов. Помните, что чага при всех своих чудодейственных свойствах не является средством для лечения онкологии. Знаю, что полный интернет, и вы, возможно, участвуете в этих баталиях, всяких советов по лечению онкологических процессов экстрактом чаги. Не делайте так, пожалуйста. Вот поклянитесь мне, что вы не будете так делать. Есть масса нюансов в течение онкологических процессов, о которых вы ничего не знаете. Да? Врачи-онкологи целую жизнь посвящают своей профессии, потому что это очень сложные процессы. И взять вот так вот, знаете, там, грибами полечить онкологию, ну, это не вариант, поверьте мне. Другие люди, которые говорят, что вы, чага – это развод на деньги, это все плохо, это там ничего не понятно, эти тоже двоечники, потому что чага изучена достаточно неплохо. Чага используется с древности, еще в шаманистских практиках она используется народами Крайнего Севера и не Крайнего тоже, народами Сибири. Они традиционно используют чагу для лечения миллиона повреждений в наших тканях. А в аптеке чага продается в самых разных видах. Есть крем с экстрактом чаги, есть порошок, есть настойки, есть разные вещи. Но для того, чтобы разобраться и выбрать правильный препарат конкретно для вас, приходите к врачу. Средство номер 4. Я обещала, что оно вас удивит. Ну, готовьтесь удивляться. Это клеточный сок пихты. Пихта – это хвойное растение, это дерево, которое, когда оно живое, обратите внимание, что клеточный сок пихты – это определенная субстанция, выделенная еще из живого дерева. Не тогда, когда оно полежало в виде, там, не знаю, заготовок, а потом как-то экстрагировали из древесины. Это уже совсем другой разговор. Клеточный сок живой пихты обладает удивительными свойствами. Стоит недорого. Это наш отечественный продукт. Это наши отечественные пихты. Это наши отечественные разработки, которые начались еще в 70-х годах прошлого века и были очень успешными, но в силу разных событий, которые происходили в истории страны, не получили должного развития. Сейчас эти разработки получают второе рождение. Мы в клинике с коллегами обязательно используем эти экстракты и клеточный сок пихты в разных составах. Что же чудесного делает пихта? И пока в других растениях, надо сказать, не обнаружено таких свойств. Она борется с сенолитическими клетками. Сенильные процессы, не синильные, как синильная кислота, а сенильные, означают процессы старения. Наряду с разработками, которые говорили нам, что клеточный сок пихты является профилактическим средством, еще изучали точку применения, то есть вот эти самые сенолитические клетки. Чем они плохи? Клетки сенолитические, то есть будем называть своими именами, старые клетки. Это те клетки, которые уже состарились, и они меняют ход своих событий внутри самой клетки в сторону распада ткани. Это ужасно неприятно. Что они делают еще неприятного? Помимо того, что они сами толком не работают, они еще вот этими сенильными свойствами заражают окружающие здоровые клетки. И таким образом получается такой хоровод
процессов старения. Это ужасно неприятно, согласитесь. Человечество издревле искало какие-то молодильные яблоки, там чем только не занималось, и, кажется, нашло. Это клеточный сок пихты. Клеточный сок пихты включен в различные средства, которые мы употребляем чаще всего внутрь. Снаружи, если мазать, это не помогает, это неэффективно, а вот внутрь помогает очень сильно. Какие содержат компоненты клеточный сок пихты? Он содержит удивительные, живые соединения меди, марганца, железа, содержит полипренолы, содержит те компоненты, которые вообще больше нигде не содержатся. И клеточный сок пихты стоит недорого, а работает на миллион. И вы можете обратиться к своему врачу за консультацией или обратиться в нашу клинику для того, чтобы узнать о клеточном соке пихты все и даже получить его для своего пользования. Дорогие друзья, если вам понравился такой формат ролика, пожалуйста, пишите в комментариях, чтобы вам еще хотелось услышать о том, чего вы не знали и не знали, где почитать, я вам об этом расскажу. Аптечное средство номер 5, которое стоит 164 рубля и работает так, как вы точно не ожидали. Это крем F99. Вы его знаете наверняка все до единого человека, но, скорее всего, недооцениваете. Дело в том, что замечательный крем F99 содержит так называемый витамин F. Но, по сути, он не витамин, он ближе не к витамину по составу, а он ближе к жирным кислотам, которых нашему организму стратегически, трагически, драматически не хватает. Мы все время пытаемся пить внутрь эти жирные кислоты, омега-3, омега-9 и так далее. А это смесь жирных кислот, которые ближе по составу к омега-3 и омега-6. Мембрана наших клеток, являясь по сути такой мембраной из жирных кислот, является такой текучей субстанцией, которая может сама себя заживлять, которая может сама себя восстанавливать при наличии достаточного количества вот этого драгоценного сырья. Так вот, крем F99 и есть источник этого сырья. Выпускается в двух формах – жирный и полужирный. Я, конечно, очень люблю жирный. Если вы особенно являетесь взрослым человеком, особенно если у вас есть дома мамы, бабушки, какие-нибудь очень взрослые пожилые люди, точно оцените. Можно мазать им ножки, можно мазать руки, можно мазать лицо, все что угодно за счет вот этого самого драгоценного сырья, которое содержится за вот такие смешные деньги по нынешним временам в креме. Восстанавливает, защищает, лечит миллион всяких повреждений в коже, вплоть до генетических каких-то не очень красивых вещей, которые с нами случаются, оказывает вот такое ухаживающее действие за кожей, которое радует прямо с первого применения. Еще раз подчеркиваю, любому из вас в любых состояниях, в любом возрасте этот крем – палка-выручалка.